Наверное, в каждом городе есть обратная изнанка его красоты, а также мест, которые скрыты от обычных посетителей, глаз туристов, а также... Ну, вообще, они существуют, но все мимо них ходят и не замечают, что там. Хотя буквально нужно завернуть налево, и ты увидишь, что находится за всей этой ширмой. На самом деле, это неплохая история. Она хорошая. Эти места остаются нетронутыми даже для тех противных сволочей, которые занимаются подкладыванием всякой фигни в свертках и на магнитиках. Как они раздражают. Можете отписаться, если вы есть у меня на канале. Мне до вас вообще все равно. Зло только приносит тебе. Впереди Казанский элеватор, который в скором времени не станет существовать. Эта урбанизация заберет его. Ну а также коммерсы и улучшайзеры всякого порядка с других регионов. Будет там застройка жилая, дорогих домов. Местные там никогда не купят. Приезжие, да покупайте. Да, вид на Волгу, на соседние поселки через воду. Но это еще ни о чем не говорит. О том, что вы живете в лакшери. В городе нужно родиться. В городе нужно жить. Позитивная история. Всегда позитив. Пускай застраивает данный вид местности. Так или иначе его нужно было облагородить. Когда-то третья волна заселения города, это 80-е, конец 80-х и 90-е года, принесли, как и существующих крыс в город, в прямом тексте этих животных, ну а также тех, кого заселили. Они наплодили и наводнили городскую инфраструктуру своим обиходом, своим бытом и многим другим, что привело к перегруженности школ, детских садов, а также культуры бытия и вообще культуры общения. Но, как говорится, время лечит, и все равно, если у вас есть страх о том, что кем заселяют и наводняют вашу территорию, тем не менее, они все равно не смогут ассимилироваться. Научный подход показывает обратное. И жизнь. Сколько бы ты ни хотел закрепиться на чужой территории, ты там не закрепишься, если только ты там не родился. Вот речной порт. Им тоже хорошо, что занялись, наконец-то. Это же ведь речные ворота города Казани. А они долгое время оставались просто нетронутыми. Да, его сделали к тысячелетию, к универсиаде, его подлатали. Да, друг, черный мой. И сейчас их вплотную займутся, так как объединили с Министерством водных путей сообщения, по-моему, так называется. Железнодорожные пути, которые ведут на ЖД вокзал, а также на элеватор, запущены. Ну и хорошо, здесь никто не ездит. Народ вообще, в принципе, рядом проходит и никогда сюда не поднимается. Даже ленивые те негодяи, которые занимаются нелегальными делами, тоже сюда не поднимаются. Странные они все. Впереди речной. Какой речной? Это автовокзал. Так сказать, транспортный узел. Когда работал в Москве, это самое звучное слово, где лежат деньги. Транспортный узел, где автовокзал, ЖД, ну и еще какой-нибудь вид транспорта. Хотя, если сделать ремарочку и сказать, кто тут приезжий и кто здесь местный, вот впереди идет замечательный человек. Просто прекраснейшая жена. Но она ворчит на меня и говорит, что я приезжий с другого района города и не имею права рассказывать о этих достопримечательностях и местах, как о своих собственных. Так что вот она. Забыла это слово. Ну, какой-то типа сепаратизма, либо национализма, ну, еще какого-то слова. Но это все не про это видео и не про нас. На самом деле, мир, дружба, жвачка и межнациональные пляски. Сам вообще я как Гарри Поттер, принц полукровка, поэтому мне все можно. Я могу и выступать за этих, и за этих, и за тех, и за других.